Приветствую! Сегодня у нас довольно крупный обзор нового исследования, поэтому запаситесь чайком и печенюшками или кто как любит. Начнем. Предыдущие генетические исследования показали, что за последние 10 тысяч лет население Европы дважды обновлялось благодаря миграциям. Начиная с 7-го тысячелетия до нашей эры, демографические изменения были связаны с расширением неолитических земледельцев из Анатолии. Эти ранненеолитические популяции поначалу генетически сильно отличались от предшествующих европейских охотников-собирателей, но были почти неотличимы от анатолийских земледельцев. Однако со временем, за несколько тысячелетий, доля охотников и собирателей в генофонде европейских земледельцев увеличилась. Второе крупное демографическое изменение, которому, собственно, и посвящен выпуск, произошло в начале 3-го тысячелетия до нашей эры и было связано со степной родословной, которую несли в том числе и представители культуры шнуровой керамики или боевых топоров. Эта культура представляет собой крупный культурный сдвиг в Центральной, Северной и Северо-Восточной Европе, привнесший изменения в экономику, идеологию и практику погребения. Представители культуры шнуровой керамики отличались от своих предшественников в Европе, имея примерно 75% родословной по всему геному, схожей с таковой у представителей ямной культуры из Причерноморско-Каспийской степи. Эта степная родословная впоследствии быстро распространилась по всей Европе до конца 3-го тысячелетия до нашей эры. Но несмотря на важность 3-го тысячелетия до нашей эры, остается множество временных и географических пробелов в данных, что приводит к ограниченным знаниям о процессах на уровне обществ и сообществ и о том, как культурные группы взаимодействовали друг с другом и порождали новые. Кроме того, использование небольшого количества образцов для описания надрегиональных археологических явлений, а также упрощенная культурно-историческая интерпретация этих явлений привели к критике археологов. Нерешенные вопросы касаются генетического и географического происхождения представителей культур шнуровой керамики, колоколовидных кубков и унитицкой культуры раннего бронзового века, а также их отношения друг с другом и с ямной культурой. Так, несмотря на то, что по всему геному представителей культуры шнуровой керамики на 75 и более процентов похожи на людей из ямной культуры, у них преимущественно разные линии Y-хромосомы, за исключением нескольких I2. У мужчин шнуровой керамики в основном R1A, в то время как у мужчин ямной R1B Z2103. Степное происхождение также присутствует у представителей культуры колоколовидных кубков, однако с другой линией Y-хромосомы R1B P312, в отличие от ямной культурно-исторической общности, и тем более от культуры шнуровой керамики. Таким образом, несмотря на их общую степную родословную и перекрывающиеся хронологические интервалы, в настоящее время невозможно напрямую связать культуры ямную, шнуровой керамики и колоколовидных кубков как отцовские генеалогические источники друг от друга, что особенно важно в свете предполагаемого распространения степных предков по мужской линии и патриархальной системы социального родства в этих трех обществах. Здесь стоит напомнить, что для определения связи между людьми и археологической культурой исследователи используют маркеры этих культур, например, могильный инвентарь или ориентацию тела, а не генетику. При этом не факт, что люди, жившие в прошлом, объединялись по тем же критериям. Решающее значение для понимания культурных, социальных и генетических изменений в Европе 3-го тысячелетия до нашей эры играют густонаселенные регионы, которые свидетельствуют о совместном сосуществовании обществ, относящихся к периоду как до распространения культуры шнуровой керамики, включая культуры шаровидных амфор и баденскую, так и во время ее существования, включая культуру колоколовидных кубков и унитицкую культуру раннего бронзового века. В связи с этим исследователи обратили свое внимание на Богемию, регион в самом сердце Европы и плотно прилегающие к реке Эльбе с ее плодородными низменностями. Эти земли в западной части современной Чешской Республики стали свидетелями многих крупных надрегиональных археологических событий. Плотное аграрное заселение Богемии началось после 5400 года до нашей эры с приходом земледельцев раннего неолита, как представители культуры линейно-ленточной керамики, а позже культурно-кольчатой керамики и лендель. Им на смену пришли многочисленные общества эпохи энеолита,
примерно 4400-2200 года до нашей эры, связанные с более чем дюжиной археологических культурных групп, включая Ярдансмюльскую или Ярдановскую, Михельсбергскую, воронковидных кубков, Баденскую, Рживночскую, шаровидных амфор, ранние и поздние этапы шнуровой керамики и культуру колоколовидных кубков. В эпоху энеолита были внедрены важные инновации, такие как металлургия, колесо, повозка, плуг, укрепленные городища и курганы. За ними последовала унитистская культура раннего бронзового века, географически сосредоточенная вокруг Богемии. В дополнение к материальным и технологическим изменениям очевидны и идеологические, проявляющиеся в погребальном обряде. Хотя обычные погребения были относительно распространены в период культуры воронковидных кубков, примерно 3800-3400 года до нашей эры, около сотни известных могил в Богемии, они почти исчезают в среднем энеолите, около 3500-2800 годов до нашей эры, в баденской культуре, рживночской и шаровидных амфор, около 2 десятков известных могил в Богемии. Одиночные могилы, но теперь со строгим разделением по полу в положении тела и элементах погребального инвентаря, вновь появились в изобилии с распространением в регионе культуры шнуровой керамики от примерно 2900 года до нашей эры, около 1500 известных могил в Богемии. В период колоколовидных кубков от примерно 2500 года до нашей эры захоронения в регионе продолжаются, но в меньшем количестве и с отличиями от шнуровой керамики, примерно 600 известных могил в Богемии. А с появлением унитистской культуры практика одиночных погребений продолжилась, но теперь уже снова без разделения по полу в положении тела, от 4 до 5 тысяч известных захоронений по всей Чехии. Чтобы лучше понять эти переходы, в новой работе авторы с высоким разрешением проанализировали 206 новых геномов и 65 ранее опубликованных из северной части Богемии. Основные цели работы. Первое. Выяснить, были ли культурные изменения в энеолите и раннем бронзовом веке Центральной Европы вызваны притоком мигрантов. Вторая. Охарактеризовать центральноевропейское генетическое разнообразие непосредственно перед появлением культуры шнуровой керамики. Третья. Определить время, когда люди со степной родословной, как у представителей ямной культуры, впервые появились в Центральной Европе, и понять их генетическое происхождение и социальную структуру. Четвертое. Оценить характер и масштабы биологического обмена между условно местными жителями и мигрантами после появления культуры шнуровой керамики. И пятое. Выявить социальные преобразования, связанные с генетическими и археологическими изменениями. Богемия до культуры шнуровой керамики. Примерно до 2800 года до нашей эры. Сразу отмечу, что в работе существуют некоторые фразы, которые уместны в определенном контексте и в рамках конкретной научной работы, как, к примеру, период до культуры шнуровой керамики. Понятное дело, это условный период для конкретных образцов, и в историческом смысле эти периоды по-разному называются. Так вот, по всему геному жители Богемии до культуры шнуровой керамики на графике анализа главных компонент располагаются между анатолийцами неолита и западноевропейскими охотниками-собирателями, но ближе к Анатолии, и в непосредственной близости от других представителей центральноевропейских культур того периода. Это говорит об отсутствии степной родословной. При этом генофонд людей из Богемии до культуры шнуровой керамики в значительной степени может быть смоделирован как двухсторонняя смесь анатолийцев неолита и западноевропейских охотников-собирателей. Сразу немного проясню, что в анализах наименования генетических профилей не стоит понимать дословно. Потомки людей, которые пришли из Анатолии в Европу, со временем могли понятия не иметь, откуда пришли их предки сотни лет назад, а то и больше. Но при этом генетически они к ним оставались близки. Также и с охотниками-собирателями. Люди с таким генетическим профилем не обязательно вели образ жизни, как их очень далекие предки. При этом, учитывая их разнообразие, они тоже друг от друга отличались, в зависимости от региона. Также хочу отметить,
что графики анализа главных компонент очень информативны для понимания сказанного в исследованиях. Но я не вижу, чтобы зрители в разных роликах на них останавливали свое внимание. Очень упрощенно говоря, строятся они в том числе и по всему геному. Если популяция А смешивается с популяцией Б, то на графике их потомки будут между ними на линии, в зависимости от численности популяций и других демографических особенностей, включая отклонения при участии других популяций. Помимо этого, их положение не будет зависеть от маркеров митохондриальной ДНК или Y-хромосомы, которые либо останутся в равных пропорциях, либо какие-то будут преобладать, если этого не было изначально. Конечно же, с условием, что этот график построен не по этим однородительским маркерам. Это сильно упрощенно, но также стоит учитывать проекцию этого графика при визуализации и изначальное количество осей координат. Но продолжим. Так вот, после заселения Европы людьми с профилем анатолийских земледельцев отмечен рост генетического компонента, как у предшествующих им охотников-собирателей Европы. Богемия не оказалась исключением, и рост доли охотников-собирателей увеличивался со временем. Сначала интенсивно в пятом тысячелетии до нашей эры, а потом значительно замедляясь, почти останавливаясь. Новые результаты указывают на два культурных перехода. Первый. Переход от Йордановской к культуре воронковидных кубков. Несмотря на то, что культуры Йордановская и воронковидных кубков имеют схожее количество предковых компонентов западноевропейских охотников-собирателей, у представителей культуры воронковидных кубков эта примесь произошла с 5079 по 4748 год до нашей эры, а у людей Йордановской культуры эта примесь была позже, с 4636 по 4310 год до нашей эры. При этом данные свидетельствуют о том, что представители воронковидных кубков и люди йордановской культуры отличались друг от друга. У представителей йордановской культуры профиль охотников и собирателей был ближе к таковому у представителей культуры Кюрёш из Венгрии, к юго-востоку от Богемии. А у носителей культуры воронковидных кубков этот вклад был ближе к мезолитическому человеку из Лашбура в Люксембурге, как, собственно, и у представителей этой культуры из Саксонии-Анхальт в Германии. Таким образом, данные указывают на то, что культура воронковидных кубков более чем на 50% состояла из неместных жителей, которые в конечном итоге и сменили популяцию йордановской культуры. Второй. Переход от рживночской к культуре шаровидных амфор. Второй подобный случай можно наблюдать при переходе от рживночской культуры к культуре шаровидных амфор. При этом представители шаровидных амфор имеют наибольшее количество предковых компонентов охотников и собирателей среди культурных групп Богемии до шнуровой керамики – 25,7 плюс-минус 1,4%. Однако и в данном случае компоненты охотников и собирателей были от разных их представителей. У предшествующей рживночской культуры большинство компонентов охотников-собирателей было ближе к образцам Кюрёш из Венгрии, а у последующей культуры шаровидных амфор этот компонент был ближе к человеку из Лашбура в Люксембурге. Оценки дат примеси указывают не на недавнее смешение носителей рживночской культуры с людьми с большей долей охотников и собирателей, а на миграции из регионов, где у людей было больше компонента, как у охотников и собирателей Люксембурга, например, с территории современной Польши, что подтверждается археологическими и генетическими данными. На графике анализа главных компонент представители этих культур также группируются порознь, за исключением одного мальчика 3-5 лет, погребенного по традиции рживночской культуры, но генетически похожего на людей из культуры шаровидных амфор. Примечательно, что у 16 человек из обеих культур, которые хронологически пересекаются с культурой шнуровой керамики, не выявлено следов степного происхождения. Степное происхождение в Богемии появляется только у людей из культуры шнуровой керамики в начале 3-го тысячелетия до нашей эры. Культура шнуровой керамики. В новой работе, помимо прочего, авторы сообщают о самых ранних на сегодняшний день геномах представителей культуры шнуровой керамики, показывающие, что эта культура была широко распространена по всей Богемии уже к 2900 году до нашей эры.
Ранние радиоуглеродные даты также подтверждаются генетическими профилями этих людей, которые в анализе главных компонент занимают крайние позиции, ближе к ямной. Но, как и ожидалось, со временем мигранты с Востока смешались с местными жителями, что привело к промежуточным результатам у последующих поколений на графике. Чтобы изучить детали формирования генофонда людей шнуровой керамики Чехии, авторы разделили ее представителей на группы ранней и поздней шнуровой керамики Богемии. К ранней отнесли людей со средними датировками более 2600 года до нашей эры, а к поздней всех остальных. Стоит учесть, что это разделение действует только в рамках данной работы. В анализах модель возникновения ранней культуры шнуровой керамики, как смесь любых представителей ямной культуры и людей из культур до ее возникновения в регионе, и из Польши, Украины, Венгрии и Германии, получила статистически слабую, но поддержку. Однако при моделировании ранних носителей культуры шнуровой керамики по отдельности, как трехкомпонентные смеси людей с генетическим профилем, как у представителей анатолийского неолита, западноевропейских охотников-собирателей и ямной культуры Самары, ученые обнаружили, что в 37%, а именно в 10 из 27 случаев, модели не объясняют генетического разнообразия людей из шнуровой керамики, то есть кого-то не хватает. Однако, когда в качестве источника добавляется один из компонентов, как у людей из среднего неолита Латвии, либо неолита Украины, или культуры охотников и собирателей эпохи неолита Юга Скандинавии, ямочной керамики, в 280 из 285 случаев показатель значимости для такой модели улучшается. Модели предполагают, что эта родословная составляет от 5 до 15% в генофонде людей Богемии из ранней культуры шнуровой керамики. Примечательно, что при моделировании генофонда людей из культуры шнуровой керамики Германии и поздней ее группы из Богемии с вышеперечисленными тремя источниками, модели также были ближе к реальности, предполагая, что эта родословная никуда не делась и у других центральноевропейских и более поздних носителей культуры. Кстати, здесь уместно вспомнить недавнее исследование представителей локального восточного варианта культуры шнуровой керамики, фатьяновской культуры, в котором только две популяции, а именно из культуры шаровидных амфор Украины и Польши, а также трипольской культуры Украины, оказались потенциальными источниками для смешения со степными скотоводами с генетическими профилями, как у ямной Самары и Калмыкии, для образования генетической структуры популяции фатьяновцев. Также, помимо вышесказанного, в новой работе среди людей из шнуровой керамики были выявлены 4 женщины вообще без степной родословной, предполагая, что процесс ассимиляции людей, которые жили в регионе до этого, был смещен в сторону женщин, что, собственно, неудивительно. При этом 2 из 4 женщин генетически оказались близки к представителям шаровидных амфор из Богемии и Польши, а вторые 2 не группируются с какими-либо изученными в этой работе популяциями и, скорее всего, были из-за пределов Богемии. Помимо этого, как и ожидалось, поздние представители культуры шнуровой керамики отличаются от ранних наличием большего количества и неолитических предков, которые в моделях легко заменяются вышеупомянутыми женщинами, без степного происхождения, желательно из-за пределов Богемии. Но это по всему геному. А что касается гаплогрупп, то с течением времени наблюдается резкое сокращение разнообразия Y-хромосом. Точнее, их сокращение с 5 различных линий у людей из ранней культуры шнуровой керамики Богемии, а именно нескольких линий R1b и гаплогрупп R1a, Q1b2a и I2a1 до преобладающей R1a M417 у 10 из 11 мужчин позднего периода шнуровой керамики из этого исследования. Примечательно, что в предыдущих исследованиях из Польши от 2020 года также были выявлены гаплогруппы R1b M269 в культуре шнуровой керамики. Прямое моделирование демографических сценариев продемонстрировало, что наблюдаемое изменение частот гаплогрупп не могло произойти случайно. Результаты показывают, что линия R1a M417, включая Z645, подверглась неслучайному увеличению частоты, и у ее носителей было на 15,79% больше выживших потомков за поколение, чем у мужчин с другими гаплогруппами. При этом данные свидетельствуют о процессе, который непропорционально повлиял на Y-хромосому,
по сравнению с аутосомным генетическим разнообразием. То есть в раннем периоде представители культуры шнуровой керамики генетически очень сильно друг от друга отличались, но мужская линия Арадиней стала преобладающей еще до того, как люди смешались по всему геному. Наибольшее разнообразие продемонстрировали представители культуры шнуровой керамики раннего периода из чешского Влинивеса, старше 2600 года до нашей эры, особенно женская их часть. Для сравнения, если учесть 3 женщин без степной родословной, то они отличались друг от друга сильнее, чем все современные европейские популяции. Или для более наглядного примера, как современные сардинцы от русских. Обратите внимание, что даже мужчины из одной и той же культуры в пределах одного археологического участка, даже имея одну и ту же линию Y-хромосомы, без ее более точных субклад, отличались сильнее друг от друга, чем современные популяции целых стран с разными языками. Поэтому наличие одного общего предка тысячи лет назад мало на что влияет. И когда принадлежность к какой-либо древней линии Y-хромосомы приравнивают к родству, а тем более к этносу, это выглядит совсем неразумно. Культура колоколовидных кубков. Самые ранние представители культуры колоколовидных кубков Богемии, старше 2400 года до нашей эры, на графике анализа главных компонент расположены там же, где и люди из культуры шнуровой керамики, что указывает на некую степень генетической преемственности. Они моделируются как двусторонняя смесь предшествующих культурных групп и их современников. Они, скорее всего, были местного происхождения, хотя нельзя исключать альтернативные варианты. Здесь авторы подчеркивают, что количество образцов этого периода слишком мало. В выборке они представлены только 3 женщинами. А вот образцов более позднего периода культуры колоколовидных кубков, младше 2400 года до нашей эры, уже 56 человек. И они моделируются как двусторонняя смесь ранних представителей культуры с людьми с профилем, как в среднем энеолите, как у людей из культур Баденская, Рживночская и шаровидных амфор. И этот вклад составляет около четверти генофонда. Причем наблюдается более тесная филогенетическая связь между линиями Y-хромосомы, обнаруженными у ранних представителей культуры шнуровой керамики, когда их линии были более разнообразны, а преобладала Арадин-B L151, 6 из 11 образцов, или 55%. Эта линия является предковой к Арадин-B P312, которая преобладала у мужчин культуры колоколовидных кубков Богемии, младше 2400 года до нашей эры. Хотя невозможно определить, произошла ли мутация P312 у одного из ранних мужчин культуры шнуровой керамики Богемии, Арадин-B L151, авторы отмечают, что большинство мужчин культуры колоколовидных кубков региона в дальнейшем происходят от мужчин Арадин-B L2 S116 или Арадин-B 1A1A2 B1, в отличие от своих коллег по культуре из Англии, некоторые из которых происходят от линии Арадин-B L21, Арадин-B 1A1A2C1, указывая на то, что английские и богемские мужчины культуры колоколовидных кубков не могут быть потомками друг от друга по мужской линии, а скорее развивались параллельно. Сценарий, по которому Арадин-B P312 происходит где-то между Богемией и Англией, возможно в окрестностях Рейна, а потом распространяется на северо-запад и восток, совместим с современным пониманием филогеографии древних линий, происходящих от Арадин-B L151. Унитистская культура. Переход к раннему бронзовому веку в Богемии, скорее всего, был связан с миграциями с северо-востока. При этом модели указывают на большой вклад от людей с генофондом, как у ранних представителей культуры колоколовидных кубков этого региона, около 63,5%. Данные по Y-хромосоме предполагают еще большие перемены. Снижение линии Y-хромосомы Арадин-B P312 с 100% в позднем периоде культуры колоколовидных кубков до 20% в доклассический период унитистской культуры подразумевает приток новых линий Y-хромосомы в начале раннего бронзового века. Лучше всего на роль генофонда популяции, которая внесла вклад представителей доклассического периода унитистской культуры Богемии, подходит таковая из Латвии бронзового века. Модель со смесью компонентов Богемии позднего периода культуры колоколовидных кубков
и раннего периода культуры шнуровой керамики с компонентами Латвии бронзового века поддерживает замену популяции на 47,7%, а также учитывает разнообразие гаплогрупп Y-хромосомы, зафиксированное в доклассический период унитистской культуры. А именно SAR1b P312 из колоколовидных кубков Богемии позднего периода, R1b U106 и I2 из Богемии раннего периода культуры шнуровой керамики и R1a Z645 из Латвии бронзового века. Хотя географическое происхождение мигрантов не может быть точно определено, несколько подсказок дают ключ к разгадке. Первое. Компонент Латвии бронзового века в моделях предполагает окончательное северо-восточное происхождение. Вторая. Гаплогруппа Y-хромосомы R1a Z645, которая впервые появилась в Богемии и в целом в Центральной Европе в начале раннего бронзового века, ранее была зафиксирована у мужчин из культуры шнуровой керамики Скандинавии, указывая на генетический вклад с севера и северо-востока. И третье. Один из представителей классического периода унитистской культуры Богемии из чешского Влиневеса с гаплогруппой Y-хромосомы R1a Z645 напоминает людей из Латвии бронзового века, предоставляя прямые доказательства для мигрантов с северо-востока. Однако помимо этого, генетический сдвиг также наблюдается и при переходе от доклассического к классическому периоду унитистской культуры Богемии, около 2000 года до нашей эры. Генофонд ее представителей моделируется как смесь более ранних популяций этой культуры до классического периода с людьми с еще более ранним и неолитическим профилем, как у культур Баденская, Рживночская и шаровидных амфор. Но в отличие от перехода между поздним периодом культуры колоколовидных кубков и доклассическим унитистской, разнообразие линий Y-хромосомы остается сходным на протяжении обеих фаз, что предполагает ассимиляцию и более тонкие социальные изменения. Выводы. Новые данные проливают свет на несколько основных процессов до и после появления степных предков. Анализы демонстрируют, что распространение культур воронковидных кубков и шаровидных амфор, а также происхождение унитистской культуры, повлекло за собой большие генетические сдвиги за короткие промежутки времени, которые могут быть объяснены миграциями. Также исследование показывает, что ранние представители культуры шнуровой керамики были сильно генетически разнообразными. Одни напоминали людей из культур шаровидных амфор и ямной, а другие выходили за рамки неолита Центральной Европы. Такое разнообразие, вероятно, является результатом объединения людей, происходящих из разных культурных и языковых групп, в археологически похожее, но полиэтническое общество. Важные факторы этнической идентичности включают происхождение, историю, идеологию и язык. Однако различия, включающие в том числе и время до общего предка, среди людей культуры шнуровой керамики, как со степным происхождением, так и без него, подразумевает длительную биологическую изоляцию и, следовательно, различную историю. К примеру, ни люди культуры шаровидных амфор, ни ямной не практиковали сильную гендерную дифференциацию в погребальных обрядах, в отличие от культуры шнуровой керамики. Вполне вероятно, что они и говорили на разных языках. При этом процесс ассимиляции людей без степного происхождения практиковался преимущественно мужчинами из культуры шнуровой керамики. По доброй воле или нет, трудно понять. Однако наличие в этой культуре женщин с наибольшим количеством степных предков предполагает, что они также были хорошо представлены, но могли попасть в их ряды и из ближайших групп ямной, например, из территории современной Венгрии. Стоит отметить, что включение местных жителей в состав мигрантов очень выгодно с практической точки зрения, потому как они обладают полезными знаниями о местности. Археологические данные указывают на преемственность таких знаний, которые, к примеру, проявляются в керамике и инструментах из местного каменного сырья. Интересно, что на участках в Ленивес и Стадице не наблюдается археологических различий между захоронениями людей в культуре шнуровой керамики, как со степным происхождением, так и без него, что предполагает полную интеграцию генетически и, вероятно, этнически разных людей в рамках одной археологической культуры. А обнаружение примеси как у людей из среднего неолита Латвии, либо неолита Украины или культуры охотников и собирателей эпохи неолита Юга Скандинавии, в сочетании с отсутствием у мужчин раннего периода культуры шнуровой керамики и ямной,
общих линий Y-хромосомы предполагает ограниченную или косвенную роль явной культурно-исторической общности в происхождении и распространении культуры шнуровой керамики в Центральной Европе, но не отрицает ее. Результаты работы в сочетании с некоторыми интерпретациями археологических данных указывают на вклад из лесостепей северо-востока Европы в ранних представителей культуры шнуровой керамики. Поскольку системы социального родства влияют на модели генетического разнообразия, вполне вероятно, что в третьем тысячелетии до нашей эры в Центральной Европе существовало несколько различных систем родства. Очень разнообразные генетические профили ранних представителей культуры шнуровой керамики, как ядерные, так и Y-хромосомные, предполагают иную социальную организацию по сравнению с поздними ее представителями и людьми из культуры колоколовидных кубков, чьи образцы Y-хромосомы указывают на строгую патрилинейность. Это говорит о том, что разные культурные группы, помимо использования разных форм материальной культуры и практики погребения, вероятно, также следовали и разным идеологиям, выраженным в их традициях продолжения рода или социальной организации. Это подтверждается обнаружением полностью не перекрывающихся вариаций Y-хромосомы между хронологически пересекающимися представителями позднего периода культуры шнуровой керамики и колоколовидных кубков, что указывает на высокую степень изоляции отцовских линий между этими двумя группами, даже когда они обнаруживаются в одном и том же месте, например, на территории Чирского Влинивеса. Начало доклассического периода унитицкой культуры сопровождалось миграциями с северо-востока и изменением более чем на 40% ядерной ДНК и более чем на 80% линий Y-хромосомы, что в конечном итоге привело к отсутствию строгой патрилинейности и разделения по полу в захоронениях, как у представителей позднего периода культуры шнуровой керамики и колоколовидных кубков. Эти события могли отражать связь с Прибалтикой, основным источником янтаря в Богемии раннего бронзового века, до появления янтарного пути. Хотя кроме генетики, это не было очевидным ни в погребальной практике, ни в материальной культуре. Новые результаты предполагают два основных периода генетического влияния с северо-востока, в ранних периодах культур шнуровой керамики и унитицкой. Большая часть этого вклада остается неизученной в европейской археогенетической летописи, например, в Беларуси, как упоминают авторы. А в целом результаты раскрывают сложную и очень динамичную историю Центральной Европы от неолита до раннего бронзового века, во время которой миграция и перемещение людей способствовали резким генетическим и социальным изменениям. Масштабные миграции с заменой населения происходили в Европе как до, так и после появления степных предков. При этом удалось выяснить, что раннее общество шнуровой керамики было очень разнообразным и возникло на фоне сильного культурного и генетического перехода, в котором участвовали мужчины и женщины различного происхождения, в том числе и этнического. Несмотря на преемственность в материальной культуре, генетические изменения произошли в обществах культур шнуровой керамики, колоколовидных кубков и унитицкой раннего бронзового века, а культурная принадлежность сыграла важную роль в социальном поведении в третьем тысячелетии до нашей эры, которая в конечном итоге изменялась со временем и с притоком новых людей. Также ученые отмечают, что хотя влияние социальных процессов заметно в моделях генетического разнообразия, необходимы дальнейшие междисциплинарные исследования, чтобы охарактеризовать движущие силы этих изменений, как на микро, так и на макрорегиональном уровне. А я благодарю за просмотр, комментарии и подписку, а также за помощь каналу. Хорошего всем настроения и до следующих выпусков.